Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Евро-2024 и Олимпиаду будут защищать от дронов, а на Сербию давят из-за Украины. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Президент Украины говорит, что Путин сам предложит пойти на переговоры, но есть условия. І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій, територіальна цілісність України. Отток трудовых мигрантов в РФ набирает обороты. Очень много звонков. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснение, сколько боязнь наших граждан. Паника. Многие хотят уехать. Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства всего мира празднуют Пасху. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забудьте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Президент Украины впервые допустил возможность переговоров с Россией до выхода сил обороны на рубежи 1991 года. По крайней мере, так российские пропагандисты трактуют слова Владимира Зеленского. Но все было не совсем так. Коли він втратить те, що він захопив починаючи з 22-го року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються, підтримувати Україну або ні, а також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Він не хоче ніякого діалогу. І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій, територіальна цілісність України. Также президент Украины снова призвал Конгресс США не медлить с решением о финансовой помощи и в очередной раз напомнил, что именно от этой помощи зависит ситуация на поле боя. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Washington Post. Он подчеркнул, что из-за внутренних споров в Конгрессе Украина потеряла полгода. С каждым днем приближения к выборам только, скажем, и поляризация внутри американского общества и среди политиков будет только увеличиваться. Поэтому тут в этом ничего удивительного нет. И так на всех выборах происходит. Просто у нас уже давно не было выборов, мы, наверное, забыли, как это. А в Америке выборы проходят довольно часто. И каждые 2 года переизбирается Палата представителей, и на третий переизбирается Сенат, Верхняя Палата Конгресса. За Конгресс, на самом деле, идет очень серьезная борьба. В связи с последними отставками некоторых республиканцев из Палаты представителей у них остается очень шаткое большинство. Оно и было, скажем, не слишком уверенное для них, но теперь оно серьезно пошатнулось, и чисто количественно вообще республиканцы фактически имеют большинство, но оно, скажем так, очень-очень для них небезопасное. И, конечно же, это все влияет на процесс принятия решений. Поэтому я бы не сказал, что, скажем, вот именно вопрос помощи Украине стал предметом, конечно, вот только выборов. Там еще есть другие факторы, которые повлияли на это, но в целом это высокая поляризация в обществе, которая проецируется на Конгресс. Кроме того, задержка американской помощи беспокоит и Тайвань, которому тоже приходится часть от всего пакета. The New York Times пишет со ссылкой на министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, что решение США отказаться от военной поддержки Украины может стать поводом для Китая усилить пропаганду, утверждая, что Вашингтон не является надежным союзником. Франция и Германия усилят контртеррористические мероприятия при подготовке к Олимпиаде и чемпионату Европы по футболу. Безопасность является приоритетом в обеих странах, говорит министр внутренних дел Германии. Немецкая полиция будет привлечена к Олимпиаде в Париже, французская – на Евро в Германии. Немецкие органы безопасности будут еще сильнее вооружаться против всех нынешних угроз. Издание Bild пишет, что на все время проведения чемпионата Европы по футболу вводится пограничный контроль, чтобы останавливать преступников. Особо важным в немецком МВД считают обеспечить защиту от беспилотников. На время чемпионата в стране вводится полный запрет на полеты дронов. Именно ИГИЛ с 2014 по 2015 все чаще использует дроны при нападениях и атаках, как дроны камикадзе, так и дроны со взрывчаткой, сказал Bild австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер.
Сегодня технологии стали более доступными. Это увеличивает реальный риск того, что убийцы прибегнут к этой недорогой и дистанционно управляемой технологии. Планы использования дронов повсеместно присутствуют на соответствующих форумах. Сейчас террористы используют в основном маленькие коммерческие дроны. Но что будет, если им удастся захватить военные современные беспилотники? Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля, а Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и закончатся 11 августа. Практически все лето в напряжении. Скорее всего, Путин втихаря плачет о погибших в Крокус-Сити-Холле где-то наедине с собой, пока никто не видит. Такой вывод можно сделать из слов его пресс-секретаря Пескова. Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет, в том числе и мы с вами. К слову, после теракта и обвинений в сторону трудовых мигрантов из Средней Азии, их отток зафиксировало даже Министерство труда Таджикистана. Очень много звонков. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснение, сколько боязнь наших граждан. Паника. Многие хотят уехать. У нас приезжает в Таджикистан больше, чем уезжает. Действительно, российское общество, кажется, может принять за врага любого, кого ей предложат сверху. Нарастание вот той самой ненависти к инородцам, к мигрантам, к таджикам, к киргизам. Об этом уже говорят и власти стран, откуда собственно, и идет вот это вот идет в основном миграция. То есть, на самом деле, все прекрасно понимают, что находиться сегодня в России гражданам Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана небезопасно. Об этом предупреждает официально руководство этих стран. На самом деле, то, что делают, это обычная история, это, в общем-то, фашизм, никуда же не денешься. Это же то, что в России существует уже оформившийся фашистский режим. Ну и как может фашистский режим существовать без ксенофобии? Так что здесь все вполне, так сказать, предсказуемо. В Петербурге около 400 мигрантов выдворили из страны. Еще 48 получили штрафы и должны самостоятельно покинуть Россию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов. А тем временем количество пострадавших в Крокус-Сити-Холле выросло до 551 человека. Сербия поднимала в воздух дежурные истребители из-за неопознанного летательного аппарата, который заметили в 100 километрах от столицы. Во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была утрачена от отражения указателей РЛС. Истребители продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации. То есть так и не удалось установить, что это было. По случайному совпадению или нет, президент страны буквально накануне говорил, что Сербии предстоит пережить тяжелые дни. Но потом ему пришлось объяснять, что именно он имел в виду. Западные государства хотят поставить нас в затруднительное положение. Против нас будет коллективный Запад против Сербии. Плюс значительное количество мусульманских стран. И хоть мы и маленькие, все эти силы против нас, но мы будем бороться. Вучич считает, что давление на Сербию происходит из-за военного нейтралитета страны. Из-за густого тумана в Сочи ограничили навигацию. В городе не видно даже домов. Выход судов в море приостановлен, жителей просят быть осторожными. До конца суток 30 марта на участке Магри-Веселая ожидается туман. Видимость составит 500-1000 метров. Местами 200-400 метров. Все городские службы работают в усиленном режиме, пишут в администрации, но туман разогнать не получается уже долго. Любопытное событие происходит. Гарью не пахнет, надо сказать, прям как будто дым. Или же это какое-то облако низкое. Католики, часть православных, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства отмечают Пасху сегодня, 31 марта. Но в этот раз она не только католическая. Христиане восточного обряда перешли на новый церковный календарь в сентябре 23 года. Поэтому с 1 сентября 23 года
Часть православных и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. И теперь большинство церковных праздников в Украине, к примеру, будут отмечать на 13 дней раньше. Но кроме неподвижных праздников, которые теперь будут отмечать одновременно с католиками, есть и те, которые не имеют фиксированной даты. Время их празднования связано с первым весенним полнолунием. Дата Пасхи как раз-таки определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. В общем, всех, кто празднует, мы поздравляем с Пасхой. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, важна любая ваша реакция. YouTube тогда показывает это видео большему количеству людей. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.